Ребята, всем огромный привет, с вами Аня. И наконец-то я вам сегодня расскажу, почему мы все-таки уехали из Вроцлава и сейчас мы живем в городе Варшава. Если вам это интересно, то обязательно оставайтесь на моем канале и поехали! И для начала я хотела бы сказать, что мы приехали во Вроцлав, в Польшу в июле 22 года, и мы поехали в Вроцлав из-за того, что у мужа, у Юры, там был офис его компании, и во Вроцлаве у него есть дядя, поэтому, извините, поэтому мы поехали жить именно туда. Так скажем, спустя время мы поняли, что нам этот город не особо подходит, и сейчас я вам скажу почему. Есть на это глобально три такие основные причины. Причина номер один — это то, что во Вроцлаве просто ужаснейший воздух. Вроцлав — это прям один из самых плохих городов с точки зрения смога в зимнее время в Польше. И где-то вот зимой, в 23-м году у меня начались именно во Вроцлаве проблемы с носом. У меня нос был постоянно заложенный, я постоянно болела, у меня был отит уха, и это реально очень штука неприятная. И все это мы связываем с воздухом. Что касается Варшавы, тут воздух, конечно же, не прям супер-пупер, прям как на острове, не знаю, где-нибудь в Испании, вот, но все же здесь воздух лучше, поэтому мы здесь. Причина номер два — это люди. Так уж вышло, что у нас в Варшаве все же больше оказалось знакомых и друзей. Во Вроцлаве у нас сейчас осталось только 2 пары, и, получается, все. И так вышло, что даже те люди, с которыми мы там общались во Вроцлаве, они тоже переехали в Варшаву. И вот у мужа есть друг лучший, и он вот с Лодзи тоже переехал в Варшаву. Поэтому в нашем случае так вышло, что Варшава — это прям город встреч, город общения, город белорусов. К слову, город Вроцлав, там больше украинцев, чем белорусов. А вот как раз-таки в Варшаве очень много белорусов, много всяких белорусских кафе, заведений, много ивентов, тоже белорусских, опять же, концерты и так далее. Поэтому мы здесь тоже, опять же. И причина номер три, крайняя, это то, что с Варшавы нам ближе ездить до Бреста. Да, вообще изначально, как мы ехали во Вроцлав, я абсолютно не думала, что мне нужно будет часто ездить в Брест, но у меня стояли на то время брекеты, поэтому мне приходилось ездить на их корректировку, получается, где-то раз в 2 месяца. И, соответственно, дорога была из Вроцлава до Бреста где-то 8 часов, и это только без границы. Это только получается до Тиресполя. А еще сейчас получаются большие очень очереди на границе, поэтому я была просто безумно уставшая в этой дороге. И я думала постоянно, как же круто вот тем людям, которые едут с Варшавы в Брест. Думаю, блин, это же вообще идеально. И сейчас я вот ездила в Брест, в апреле, нет, в марте, и да. И у меня, получается, дорога до границы заняла всего лишь 3 часа. Прикиньте, 3 часа против 8. Я думаю, тут плюс, конечно же, очевиден. В принципе, все. Вот это самые такие 3 основные причины. Да, вот это прям самые 3 такие главные фундаментальные причины. Я думаю, что можно еще сюда добавить то, что мы с Юрой не жили в столице, и нам это в целом интересно. Вот. И что еще сказать тут, что нам тут нравится. Здесь реально, на самом деле, много очень встреч, много очень общения, много всяких ивентов, концертов.
Да, это тоже прям огромный плюс. И все, в принципе, классно. И, кстати, Варшава не похожа на Минск. Ну, вот для меня лично. А Минск мне не очень нравится, а вот здесь мне сейчас кайфово. Поэтому вот такие дела. И мы, получается, уже здесь живем с как бы октябрь, что? Февраль, март, апрель. Да, мы тут живем уже 3 месяца. И видео рум-тура есть уже на моем канале. Я вот оставлю вот здесь где-то ссылочку, поэтому обязательно переходите и смотрите. Еще хотелось бы сказать, что у меня больше есть в Инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет тоже в описании к ролику. А на этом все. Всем до новых встреч. С вами была Аня. Вы были на канале Сойка. Обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока.